Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Герой нашего сегодняшнего видеоролика – Anthurium Cherry Champion. Спасибо одной из участниц нашей группы Telegram за предоставленное для съемок растение. Со слов хозяйки, растение было приобретено ей давно. Это была делянка от магазинного куста. На сегодняшний день, как вы видите, растение почти полностью лишилось своей листовой массы. По краю листа идут пятна. Растение больно, предположительно заболевание грибковое антракноз. Для того, чтобы разобраться, как лечить и что делать с этим растением, надо понять, что это за заболевание. Заболевание, как я сказала, носит грибковый характер, поражает листовую массу, поражает стебли растения, черешки, но не затрагивает корневую систему растения. Лечить растения обязательно надо, иначе со временем пятна пойдут по всей поверхности листа, лист высохнет, опадет и растение погибнет. При хороших условиях содержания заболевание развивается медленно. Растение может расти, но расти медленно, даже цвести, как наш герой. Но самоизлечиться растение не сможет. При благоприятных условиях грибок начнет развиваться с большей силой и поразит все растение. Растение также может давать молодую поросль. Эта поросль уже будет заражена. И при дальнейшей пересадке, отделении от материнского куста будет дальше разносить заболевания. Как лечить растения? Давайте будем разбираться. Давайте сначала рассмотрим растение. Этот лист у нас чистый, без повреждений. На этом листе явно видно точки. Видите? Желтые круглые пятна, в середине темные точки. Вот здесь хорошо видно. Именно в этих черных точках живет и развивается наш грибок. При любом колыхании воздуха, при опрыскивании растения, споры этого грибка разлетаются, поражают соседние здоровые листья и поражают соседние растения. Поэтому, если у вас растение заболело, опрыскивание следует прекратить. В случае, если лист сильно поврежден, то его следует полностью обрезать. В нашем же случае, как вы видите, пятна только по краю листа. Я считаю, что повреждения незначительные. Тем более, как вы видите, всего 2 листика, так что разбрасываться нам не приходится. И мы обрежем пораженные участки листа до живой ткани. Желательно отступить от места поражения 1-2 сантиметра. Обрезаем. Обычно после таких процедур, как обрезка, мы обрабатываем срезы любым дезинфицирующим средством. Ну, в этом случае я считаю, этого делать не обязательно, потому что в дальнейшем мы лист будем обрабатывать фунгицидами. Как видите, лист обработан, обрезан. Далее. Грибок живет и развивается в грунте. При благоприятных условиях он начинает бурно расти и воздействует на растения. Поэтому не верьте, если вам скажут, что опрыскивание верхнего слоя грунта, либо замена верхнего слоя грунта, она спасет растение от грибкового заболевания. Нет, только полная замена грунта. Поэтому аккуратно вытаскиваем растение из горшка и смотрим, что у нас есть.
Полная смена грунта подразумевает под собой еще и очистку корней от старого субстракта и обмывка его под проточной водой. Если по каким-либо причинам у вас нет возможности сменить грунт, то его обязательно надо пролить фунгицидами. Две обработки будет достаточно. Смотрим. Корни у нас находятся, как вы видите, в плачевном состоянии. Гнилые. Ну, видимо, причина грибкового заболевания – это систематическое переувлажнение грунта. Сейчас я уберу остатки грунта, обрежу гнилые корни, обмою растения под проточной водой и покажу вам, что у нас получилось. Итак, растение у нас обработано, старый грунт убран, лишние корни гнилые обрезаны. Вот что у нас осталось. Посмотрите, корней, как видите, осталось совсем немного. Вот такую кучу корней нам пришлось срезать. Обратите внимание, это ствол и остатки корней. Видимо, хозяйка посадила растения с длинными старыми корнями, не обрезав их. Решила, что так будет удобнее, лучше и растению будет хорошо. А получилось, как видите, наоборот. Старые длинные корни стали гнить. Плюс еще постоянное переувлажнение грунта. В результате гниль, грибковое заболевание. И растение у нас находится в очень плачевном состоянии. Но ничего, мы его вылечим. После того, как мы все это сделали, обрезали корни, мы ставим растение на обработку корневой системы фунгицидами. Погружаем растение на некоторое время, полностью, чтобы все корни были покрыты водой. Теперь остановимся на препаратах, которые мы используем для лечения грибковых заболеваний. Для обработки листовой массы я бы рекомендовала использовать системные препараты. Я именно буду использовать препарат Скор. Биопрепараты, они малоэффективные. Концентрация действующего вещества в них мала. И подходят они только для профилактической обработки. Что касается контактных препаратов, то они не впитываются в ткани растений. То есть они действуют только на ту поверхность, на которую были нанесены. Попал – убил, не попал – не убил. И требуют более тщательной обработки. Что касается системных препаратов, то системные препараты при нанесении на листовую пластину растения через час, через два, в зависимости от того препарата, который вы применяете, впитывается в растение, попадает в его сосудистую систему и разносится по всему кустику. Что касается обработки корней. Корни можно обработать биопрепаратами. Хорош вот этот препарат фитолавин. Разводится ампула на 1 литр воды. Препарат обладает 3-м классом опасности, поэтому надо быть аккуратным при работе именно с препаратом фитолавин. Мое растение сейчас находится в растворе препарата триходерма. Почему именно этот препарат я использовала для своего растения, я вам расскажу позже при пересадке. Теперь я разведу препарат Скор и обработаю листовую массу растения системным препаратом. Сделаю я это в ванной комнате, потому что Скор также обладает 3-м классом опасности. Лучше все это делать на открытом воздухе, но у нас сейчас зима, поэтому приходится делать все это в ванной комнате. Растения я обработала листья растения, обработала цветы. Конечно, в идеале цветы следовало бы срезать, но хозяйка уж очень просила нам оставить эти цветочки. Теперь
для посадки я использую грунт второго состава. На канале, на сайте много информации, как приготовить этот грунт. Ссылку я оставлю в описании к видео. Как обычно, на дно горшка керамзит не ложу, ложу только вот в эти отверстия. На дно грунт второго состава. Здесь, так как грунт у нас свежий, ничего в нем нет, никакой микрофлоры. Для того, чтобы заселить грунт полезными бактериями, мы добавляем микоризу при посадке. Микоризу я уже насыпала. Теперь аккуратно погружаем сюда растения. И свободное пространство подсыпаем грунтом. Делать все надо аккуратно, чтобы корни растения не повредить. Сверху я сильно досыпать не буду грунт. Во-первых, при поливе он осядет. Еще, во-вторых, когда чуть позже, я еще могу убрать верхний слой грунта, досыпать сверху микоризу и опять же добавить грунт. То есть 2 раза добавить сюда микоризу, как говорится, чтобы уже наверняка. Итак, тот грунт, в котором до этого росло растение, зараженный грунт, использовать ни в коем случае нельзя. Его надо утилизировать. Горшок следует обработать кипятком. И только после этого садить растения. Итак, наше растение посажено. Первую обработку оно прошло. Далее я еще раз обработаю это растение, листовую массу растений, если это можно назвать массой. Обработаю системным препаратом. Желательно при каждой обработке менять действующее вещество препарата. Вот. Достаточно будет 1-2 обработок. Если вы поменяли грунт, то проливать грунт больше ничем не надо. Туда добавлена микориза, она начнет работать и поможет растению справиться с заболеванием. Опрыскивать верхний слой грунта тоже не надо. Если же по каким-либо причинам у вас нет возможности поменять грунт, то обязательно проливайте фунгицидами 2 раза, не менее 2 раз. Растение посажено. Будем надеяться на скорейшее выздоровление. Итак, подытожим. При обнаружении грибкового заболевания на своем растении, первое, что надо сделать, это отправить растение на карантин, изолировать его от других растений. Далее, обрезать пораженные участки листа, что мы и сделали. И обязательно пересадить растения. Пересадить растения, промыть корни растения, обработать их биопрепаратами. Фитоловин, триходерм. Я пользуюсь триходермой, старый, добрый, проверенный препарат. При посадке добавить микоризу, чтобы заселить новый грунт полезными грибочками. Если по каким-то причинам у вас нет возможности сменить грунт, и вам придется обрабатывать старый грунт, использовать лучше системные препараты для полива. 2 поливов будет достаточно для того, чтобы убить все живое, что есть в этом грунте. Поэтому после того, как растение выздоровеет, обязательно надо заселить его полезными грибками. Мы рекомендуем использовать микоризу. Она очень хорошо себя зарекомендовала, хорошо работает, растения чувствуют себя отлично и хорошо развиваются. Опять же, обработку листовой массы я предлагаю проводить только системными препаратами. Например, таким, как вот использовала я. Никакие биопрепараты, никакие контактные препараты я считаю нецелесообразно применять. 2-3 обработок будет достаточно. Не перегружайте растения, чтобы оно не получило токсикоз. Оно и так больно, и справиться потом еще с дополнительно с токсикозом ему будет очень и очень трудно.
Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.